Давайте начнем. В общем, будет две истории. Одну из них я как-то рассказывал на своем втором канале. Кстати, если кто не знает, он у меня есть. Ссылка будет на него, на ВК и Инстаграм в описании. Вторая история произошла буквально недавно. В общем, на днях я созвонился с человеком. Вернее, история-то произошла давно. Созвонились вот мы буквально на днях. Я его там проконсультировал, там, чем смог, ему помог. Так, давайте. Начнем с первой истории. Семейная пара. Мне позвонил парень. Вот, у него есть жена. Блять. Бывает, да, такое, у парней бывают жены. Вот. И рассказывает мне такую, в общем, историю, что у них, вот у этой семейной пары, то ли дележка какая-то с наследством была там, короче, какую-то хату. Вопрос был, короче, квартирный, какой-то им надо было решить, ну, так, чтобы квартира досталась им, а не кому-то. И в связи с чем, блядь, я не пойму, они решили там через какой-то блаткомитет решать либо криминальных элементов своего города. Вот. Ну, может быть, у них там такие там взгляды на жизнь или устои. Ну, в общем, я сомневаюсь. На самом деле, это все от какой-то безголовости, скорее всего. Блядь, ну, взрослые люди, я не понимаю, ну, нахуя это надо? Как правило, это ничем хорошим не заканчивается. Хотя, ну, может быть, не знаю. Если вы видели что-то подобное, напишите в комментариях, когда это заканчивалось нормально. Итак, в общем, их свели с человеком, который, как бы, по его словам, и по словам, наверное, тех, кто сводил друг друга, вот этих вот людей, занимает в криминальном мире самое высокое, в общем, место, да, думаю, если вы понимаете, о чем я говорю, да. В общем, он встречался, вот этот человек из мира криминала, с женой на встрече был, обсуждение вопроса, и как бы все, но они разошлись, он там пообещал помочь. И потом мне пишет вот этот вот, короче, парень, муж этой девушки. В общем, говорит, слушай, вот такая ситуация была. Вопрос никакой, никто ничего не решил. Но после этого этот криминальный элемент стал наебенивать, короче, написывать и в ВКонтакте, звонить моей жене. Типа там, давай увидимся, там, на свидание, вот ты мне понравился. Она ему говорит, типа, блядь, ну, дружище, я как бы замужем, спасибо. А он как бы начинает, ну, говорить такое, что типа, да похуй мне, как бы, что муж у тебя есть. Я ему ноги прострелю, блядь, мы его в лес отвезем. Если ты со мной, типа, не будешь встречаться там или что. Или что он там, не знаю, как он там все это преподносил. Вот, типа, ну, пиздец вам, ёпта, обоим. И те, блядь, за голову, нахуй, как бы, и не знают, что делать, блядь. И он говорит, что мне делать-то, блядь? Серег, блядь, Миша, Выплюшка, блядь, подскажи мне, ёпта. Ты жизнь, блядь, повидал. Тоси-боси, блядь, отписочка внизу. Я говорю, слушай, ну, во-первых, у меня вот первый вопрос мне, нахуя? Нахуя изначально связываться? Вот зачем? Блядь, есть у вас какой-то квартирный вопрос, блядь, решайте его, блядь, по суду, а? Ну, нахера, наймите адвоката. Ну, вы что, блядь, вам по сколько лет? По 10, по 15, блядь? Ну, это ладно, это уже об этом что говорить, что сделано, то сделано. Он мне начал присылать, говорит, это его фотографию, вот на, посмотри, может, ты его знаешь. Я говорю, слушай, ты знаешь, как бы, я не могу знать всех. Вот. И я также тебе не могу сказать, действительно у него такой статус, как он сказал, в криминальном мире, или нет. Вот, как бы я, ну, пробивать, искать я там не собираюсь. Если бы это касалось лично меня, естественно, я бы там провел такое там серьезное расследование там и массу мероприятий, как бы, ну. Но так как люди мне не знакомы, я этим заниматься не буду. Вот. Я говорю, слушай, я не знаю. И посоветуй, что тебе в данной ситуации, я не знаю. Но самое такое, как бы, объективное, да, идти к нему одному, как бы, и разговаривать. Вот. Сказать, как только он ей будет что-то там писать, сказать, ну ладно, там, давай, хорошо, давай встретимся. И вместо нее приходи ты. А что еще тебе делать? Не знаю, напишешь заявление. Да, что к тебе пристают, короче, к твоей жене. А если его статус действительно такой, и потом что-нибудь с тобой случайно случится из-за этого? Хрен его знает, всякое бывает. А кому-то другим обращаться за помощью. Ты уже один раз обратился. Как бы замутил все сам, да? Сами. Ну, девка, ладно, за нее, короче, не будем там базарить. Ты, мужик, ты решай вопрос теперь, да? Твою бабу как бы пытаются там, не знаю, или что. Вот и решай вопрос.
Все, я бы сделал так. Это вот у меня, как бы, ну, это все, что я ему подсказал. Я говорю, да, все, приходи один. Не знаю, блядь, возьми с собой что-нибудь. Хочешь, возьми с собой друзей, пускай в машине где-нибудь посидят там в сторонке, блядь, ну, для подстраховки, чтобы мало тебя там не убили, если что. Но разбираться по-любому тебе. Ну, есть еще другой вариант. Просто съебывайте из города куда-нибудь, блядь, и живите в другом городе. Вот и все. Как бы... На что он надеялся, я не знаю. Может быть, он там надеялся, что как-то я ему помогу, там, мазу потяну, да? Но я такими вещами не занимаюсь. Даже если бы он мне сказал, давай я тебе денег дам, да, а ты позвони, там, побазарь с ним там, и так далее, я бы не полез в это. Нет, и все, это не мое, ребят. Я давно отошел от всего этого криминала и так далее. Мне это не нужно, не интересно. Я не буду в этом копошиться и лезть туда, куда я вообще, вписываться туда, где я вообще как бы не при делах. Вот. Чего я вам не советую. Есть такая поговорка, не суй свой нос туда, куда собака хуй не совала. Вот. И запомните, мотайте на ус. Цитаты Миша Выплюшка. Вот. В связи с этим я как бы подсказал, помог, чем мог. Не знаю, какая дальнейшая судьба была. Напомнил мне, кстати, одного из моих товарищей здесь на районе. У него была такая тоже интересная ситуация. В общем, он женился на девушке. Короче, она встречалась с пацаном, его закрыли. Вот. А пока тот сидел, вот, в общем, пока тот сидел, она познакомилась вот с пацаном, с моим знакомым. Ну, они там поженились, у них ребенок. Это освобождается и начинает ей там тоси-боси, блядь, лясим-трясим. Ну, так, короче, говорит, бля, слушай, ну, было и прошло, блядь, как бы. У меня уже там семья, у меня ребенок, блядь, вообще, в конце концов, что-то доебался. А тот ни в какую. Тот пацан с ним, короче, там что-то переписывался, там, хуе-мое. Вот, а тот его там начинает на ре, короче, брать, там, слышь, ты чё, фуфел, и так далее, там, да, там, по фене ботаем, на дороге работаем, забивает ему стрелку. Я, короче, не понял, кто кому забил стрелку. Он мне, короче, шумит, вот пацан, мой знакомый. Ты не можешь, говорит, там, отзвонить там по лагерям и пробить, кем он сидел. Такой-то, такой-то. Я говорю, во-первых, нет. Во-вторых, ну его нахуй. В-третьих, блядь, что тебе это даст? Что тебе это даст, блядь? Кем он там сидел? Что? Здесь как бы свобода, блядь. Хуй знает, кем он здесь сидел. Он может здесь, блядь, быть просто челом, который тусуется на наркопритоне, употребляет постоянно наркоту. И отмороженный долбоеб, который просто пишет тебе, а потом своим друзьям, таким же ебанутым наркоманам, блядь, возьмет и скажет, да пошли его ебнем. И они у тебя придут и на кайфах там или на кумарах, блядь, с какими-то трубами захуярит. И какая разница, с кем он сидел? Абсолютно до пизды. В общем, короче, ну все, я вот так ответил. Проходит, наверное, не знаю, месяц, может быть. Лежу в ванной, никого не трогаю, ковыряюсь, блядь, в телефоне, блядь, всякую хуйню смотрю. Да, какую, интересно, ты там смотришь хуйню? Ну, блядь. Ну, короче, ползаю там, блядь, по просторам, да. Тут хуяк он мне пишет, блядь. Вот. Ну, я ВКонтакте сидел. Он мне пишет, Серега, блядь, пошли со мной. Ну, конечно, не сюда он мне пишет, блядь, это так, для антуража. Я говорю, куда пошли-то? Он говорит, слушай, я забил ему стрелку, блядь, пошли со мной, сейчас они к метро, блядь, подойдут или подъедут. Они, блядь. Я говорю, слушай, а я там каким боком-то пойду? Как бы, твоя семья-то, блядь, тебе надо мазу тянуть. Он такой, ну, блядь, а вдруг они меня там, вдруг он придет не один, вдруг они меня там побьют или убьют. Я говорю, так если ты боишься, блядь, что тебя побьют или убьют, нахуй ты стрелку забиваешь, блядь. Набери, блядь, 112, нахуй, ёб, ты скажи, блядь, меня терроризируют. Нахуй ты, блядь, вот это вот, как говорит мой товарищ, блядь, Станислав Андреевич, холостая мурка, блядь, ёпта. Вот. Прям, блядь, по возможности. То есть, блядь, стрелку ты забил или тебе забили, нахуй, ну ты на нее боишься идти, потому что тебе пизды там могут дать. Я говорю, слушай, я никуда не пойду. Мне уже там за 30 лет, тогда уже было, блядь, ну, и не помню, это год-два, наверное, назад был. Я говорю, во-первых, я только вышел. Сейчас, не дай бог, какая потасовка, блядь, менты, хуенты возле метро нас загребут, меня посадят. Вот. Если даже мы там одержим победу, блядь, и это тоже, блядь, ну нахуя это мне? Не загребут, не одержим победу, вдруг мне дадут по ебалу, блядь. Я не хочу ходить с синяками, блядь, ну уже это не солидно. Я никогда с ними не любил ходить, я вообще не люблю по ебалу получать, никогда не любил. Поэтому, ребята, занимайтесь спортом, блядь, любовью, а не войной, так сказать, блядь, ёпта, дипломатией. Вот. Герой мамкина, хуевый. Я говорю, блядь, что ты вообще мне набираешь? Мы с ним не особо, кстати, пиздец, друзья, мы просто с ним знакомы. Просто он может быть во мне какого-то авторитета видит, там, да. Раньше я был отморозком, там, блядь, за любую хуйню впрягался. Но сейчас-то уже надо повзрослеть. Он у меня младше всего на 2 года.
Вот. И я ему говорю, слушай, бля, я не знаю, ну, я не пойду никуда. Я не пойду просто. Мне это нахуй не надо. Была бы, не дай бог, какая-нибудь кипиш там касаемо моей семьи, я бы приперся, я один. Я бы набрал с собой столько аргументов, блядь. Я бы уже давно сам вычислил, где он находится. Один бы приперся, выловил его одного, суку, блядь. И я бы ему дал, блядь, понять, что больше вообще не надо, блядь. Забыть надо, блядь, этот адрес, блядь, ВКонтакте, блядь, номер телефона, блядь. И не дай бог, еще раз я о нем вообще как-нибудь услышу, блядь. В общем, такая ситуация. Ну ладно, это просто такое лирическое отступление. И потихонечку так мы плавненько подошли к второй истории. Истории подписчика. Тут уже немножко другая хуйня. Недавно мне набирает человек молодой. Сначала мы списались там. Ну, молодой, не молодой. Он пожелал остаться инкогнито. Он, блядь, я позвонил там с левого номера. Ну, потому что боится. Человека запугали, на самом деле. Человек боится, это было видно. Ну, хоть он старался видно не подавать, как бы, ну, меня не наебешь, хуй на ландыш не похож, блядь. В общем, он мне звонит. Или звонит, короче, ну, не суть важно, блядь, мне похую. Говорит, слушай, блядь, вот подскажи советом. У меня как бы бизнес небольшой. Вот. И все было нормально. Тут в один прекрасный момент мне набрали, короче, люди, говорят, ну я их так знаю поскольку, и говорят, слушай, ну ты же вот один работаешь, типа, блядь. Он такой, ну, один, блядь, а с кем я должен работать-то, блядь, с вами там или что там, ну, хихи-ха-ха. Ну и те ему говорят, ну вообще как бы это, надо уделять туда-сюда, рэкет, ёпта, типа надо уделять, чтобы, как бы, ну, чтобы у тебя все ровно было. Он говорит, так у меня и так все ровно. Ну вот, говорит, чтобы дальше было все ровно. Тебе надо уделять будет, платить. Сумму он не назвал какую, но короче. Человек начал переживать, думать, что делать. И обращается к тому, а там как бы город небольшой, это потом выяснилось. Вот. Обращается к тому, которого так более-менее близко знает, да, и который имеет как бы вес в городе. Обращается к нему, говорит, блядь, приехали, вон такие-то, такие-то. Вот, что-то тот хотят. Тот его хуякс, говорит, так, ну-ка давай. И говорит, короче, говорит, ну все, я сейчас типа с братвой, там, с кем там поговорю, порешаю, блядь, мы этот вопрос решим. Но будет сумма определенная, чтобы мы этот вопрос тебе типа решили. Тот говорит, ебать. Он говорит, во-первых, верните криминальную Россию на экран. Вот. А во-вторых, он говорит, блядь, как бы, слушай, ну сумма-то как бы и не маленькая, и вообще как надо определиться мне там, решать там, ну, вообще этот вопрос, или может быть как-то я по-другому буду решать. А там давит, говорит, да нет, надо сейчас, понимаешь, надо сейчас взять и решить. Потом это будет вообще другая хуйня, блядь, понимаешь, потом будет хуже, блядь, вот, будет какая-то поебень, короче, грузит, его грузит, блядь, понимаете. Что-то меня грузишь, блядь. И по итогу он приезжает, говорит, да, все, я на все согласен, блядь, ребята. Приезжает, отваливает бабосов, блядь, вот, от него отстали. Но нагрузили копейкой, типа, блядь, платить ежемесячную дань, так сказать. И вот он мне набрал, говорит, слушай, говорит, сейчас кризис, у меня как бы хуево все, что, говорит, мне делать? Я, естественно, блядь, сразу же понял, что это за схема. Я такой хуйней занимался и сам, честно вам скажу, блядь. Ну, не в таких, конечно, масштабах там, да, я никаких коммерсов никогда не грузил. Я все-таки хулиган, я не был никогда таким бандитом там каким-то. Я знал каких-то людей там, таких более-менее, да, серьезных на районе там или там в Рязани все. Но просто вот знал и виделся, как бы, и все. Я как-то считал, что влезть в их дела... Это, ну, так сказать, как бы я такой сам по себе, вольная птица был, да, делал, что хотел, но в пределах разумного, чтобы как бы, ну, не задеть там тех же людей там серьезных, да, как бы там на районе или что-то еще, вот. А как бы если вливаться в какой-то коллектив, то есть у тебя появятся определенные обязанности, там, то есть ты там, ну, будешь с ними. Ну, короче, блядь, я не хотел, потому что это могло все закончиться хуево, там что-то тебя будут заставлять, там, или как-то манипулировать тобой, как бы, чтобы ты что-то сделал. Я люблю свободу, ребят. Как бы это странно ни звучало, 12 лет в тюрьме я просидел, но даже там я предпочитал независимость. Да, вот правильно так сказать, независимость. Даже не столько свобода, сколько независимость. Итак, в общем, а схема это такая. Городок небольшой, как оказалось. Там все друг друга знают.
И вот этот товарищ, к которому он обратился решить вопрос, так сказать, я практически уверен, что он эту всю хуйню и замутил. Вот. Потому что, ну, я делал так же тоже. Только в отношении, допустим, каких-то мажоров, да, на районе. Я к ним, ну, было такое, что как бы я там, о, привет, там, как дела, там, постоим, покурим, попиздим, что-нибудь по бутылочке пивка, но сам я его грузить не буду. Потому что в этой ситуации я кажусь хуеплетом, как бы плохим человеком, да, сразу же. А я как бы не хочу быть плохим человеком, я хочу быть хорошим для всех, чтобы ко мне обращались. Я бы мог найти повод там, да, слышь, ты что ты меня нахуй послал, или там что-то там на ровном месте просто высосать из пальца какую-то проблему и человека нагрузить на бабки, я видел такое, так делают. Блядь, грешен, да, сам тоже так делал, но попервой потом понял, что это хуйня на самом деле. Лучше делать по-другому. Подсылаешь людей к человеку, те его кошмарят, и он тебе приходит сам. Он тебе приходит сам, чтобы ты ему этот вопрос решил. И тут уже ты хозяин положения, и ты для него хороший. Чувствуете разницу? Когда ты человеку создал ситуацию сам, да, как бы ты, он стоит, думает, блядь, вот гандон, блядь, пиздец, сука. И когда он к тебе приходит, извиняюсь, когда он к тебе приходит по поводу решения какого-то вопроса, то есть ты такой уже батя в здании там сидишь, да, Робин Гуд, блядь, да, да, хорошо, я тебе помогу, да, но, так сказать, копеечку не забудь уделить. И тот думает, блядь, ну естественно, лучше я дам человеку, которого я знаю, да, он тем более согласился помочь и лишний раз там за меня впряжется, чем хуй знает кому. Да, пусть даже и больше, блядь, я ему дам. Или наоборот, знаете как, те, которые пришли к нему, цену завышают, да, завышают, типа, ну, там, грубо говоря, там, слышь, там, коммерс, у тебя 100 тысяч, блядь, да? А тот приходит ко мне, и я ему говорю, слушай, ну, как бы там это, копеечку, да, там, надо будет дать. Он такой, да, я выручу там сколько. Я говорю, ну, вот сколько они тебе нагрузили, руби эту сумму пополам. И он как бы, блядь, заебись. Ни сотку не надо отдавать, ни с ними даже в пизду больше видеться не надо. Вот. Я говорю, ты там даже присутствовать не будешь, я сам с ними поеду, блядь, поговорю, короче, блядь, и все. И забудь о них вообще. Я, если что, как бы мне шуми, но поверь мне, там, моему слову, я тебе, блядь, зуб даю, ёпта. Вот так вот, да. И тут, блядь, да, конечно, все. Вот, на тебе, полтос там, на, все, блядь, ну, к примеру, да. И все, а дальше, блядь, как бы приходишь, даешь этим ослам по пятерке, блядь, как бы, и все, себе оставляешь 40. И он еще тебе остается должен, этот человек. Потому что ты, хоть и за бабки, но оказал ему услугу, блядь. Ты его выручил, получается, ты там чуть ли не из говна его вытащил, спас его, блядь, понимаете? И ты можешь как бы еще и нет-нет так зайти, если у него, допустим, он бизнесмен, какая-то пивнуха там, сказать, блядь, там, дай-ка мне того, запиши там на меня, ну мы ж там, да, ну, бля, братан, там. Конечно, он тебе не скажет, бля, нет, ты что, блядь, ну нет, блядь, Серег, я не дам там, то есть ты ему скажешь, если еще бухой, да ты что, охуел, я тебе помог тогда, бля, ёпта, ты что, бля, ёпта, сука, да лучше бы тебя ёбнули, бля, там, или что, нахуй, ты ко мне прибежал и так далее. Нет, никто это не захочет слушать. Да, тебе будут прощать, блядь, все, ёпта, да, бери, все нахуй забирай, блядь, ну, к примеру, не совсем, конечно, вот, и... Ну, я думаю, вы поняли, да, систему этой схемы. И вот он мне говорит, что мне делать? Я говорю, есть несколько вариантов. Блядь, будешь платить, как и раньше. Не знаю, где ты будешь брать эти деньги. Кредит, хуит, короче. Ну, потому что суть такая. Если ты заплатил один раз, ты так и будешь платить всегда. Дальше. Прийти, сказать правду, как есть. Что самый нормальный, в принципе, и охуенный, адекватный вариант. Что я и всем и всегда и советую делать, всегда говорить правду. Прийти сказать, дружище, вот такая ситуация, все, денег нет. Платить больше я не могу. Высрать их там я не могу, еще что-то я не могу. Короче, ну денег нет. Все, были бабки, я без вопросов. Но, говорю, есть еще одно правило. Не вздумай, блядь, говорить, что ты... потом, блядь, заплатишь, да? Пускай там, типа, у меня сейчас нет, зато потом я заплачу больше. Хуй, блядь, это все. Это пиздец. Это хуй кто забудет. За это тебя зацепят. Блядь, твоя жизнь превратится в ад просто потом. Тебе будут ездить, блядь, напоминать. Это долг.
блядь, короче, там на проценты, потому что ты сам себя, короче, блядь, накрутил, сам себе, язык тебя довел вот до этой хуйни, блядь, самого. Вот. Я говорю, не вздумай ничего говорить, даже если будут тебе говорить, типа, ну ладно, что там, пару месяцев мы подождем, потом заплатишь там в следующем месяце. Нихуя. Скажи, я не знаю, что будет через неделю, блядь, может я сдохну, может я бизнес это сверну и так далее. Короче, ребят, все, платить я больше не могу. Но не могу и все, что мне, почку, блядь, продать, ёпта, или что? Ну, что вы хотите от меня? Вот дальше, что, какие действия мне сделать? Вот, просто так сказать, да, я сомневаюсь, что они тебя там убьют или там еще что-то сделают. Просто скажи, как есть, вот и все, но ничего не обещай. И еще один вариант, просто, опять же, съебать из города, просто и все. Писать какие-то заявления в полицию, я не советую, вот, потому как если город такой, я у него спросил, говорю, а есть смотрящий там за городом, есть там те-то, те-то. Он говорит, да, все есть, вот есть там еще. Я говорю, бля, я бы не советовал. Ну, бля, это можно было сделать изначально, когда к тебе пришли. Он говорит, да изначально-то, говорит, я с ними со всеми был, типа, заебись. Ну, не со всеми там, да, но со многими я был там заебись, там, вот с такими в городе, да, а они меня хлопанули. Я говорю, ну, вот отчасти они тебя от этого и хлопанули. Потому что ты хотел для них быть пиздатым пацаном, а как оказалось, блядь, в тебе видит только нахуй кошелек. А вот. Я говорю, ну, теперь уже ничего не попишешь. Я говорю, ты купил себе, не знаю насколько, но дорогой урок. Насколько я понимаю, дорогой. Вот. Бороться с этим как? Ну, вот в данной ситуации я уже объяснил, да, прийти, сказать правду и сказать, блядь, вот что хотите со мной, то и делать. Ну, похуй, ну нет у меня денег, блядь, ну нету и все, блядь, ёпты, как в пизде зубов. Вот и все, в принципе. Вот и все, блядь, все, что я мог раскидать этим людям, блядь. Но просто давайте подведем итог. Меня, блядь, не укладывается в голове, как вот, сейчас же не 90-е годы, в 90-х еще как-то эти вопросы решались вот так вот, блядь, в начале нулевых, но сейчас 2020-й, ну даже в 2018 мне первый раз вот написала вот эта девушка. Почему-то это все происходит. Почему взрослые люди, абсолютно не имеющие никакого отношения к криминалу, идут и просят неизвестно у кого, неизвестно, что это за люди. Может просто быть в образе, типа, я там сидел, да, там, да, что-то знаю того, знаю этого, а сам он хуй в говне. И простой обыватель этого не поймет. Он увидит наколки на пальце там и какие-то пару слов по фене, и все, и он для него будет авторитет. И я не понимаю, зачем идти туда, зачем? По каким-то вопросам, которые их не касаются. Я этого не понимаю, ребят, серьезно. Взрослые люди, на что они надеются. Поэтому, прежде чем, знаете, вот они берут еще нахрапом, понимаете, нахрапом. Вот ты давай именно сейчас решай, не потом, блядь. В связи с этим всегда должна быть, блядь, просто холодная голова, трезвый расчет всегда. Так, стоп. Не надо давать себя грузить, блядь, не надо. Подожди, говорит, блядь, все, стопы, ёпты. Сейчас я посижу, обдумаю. Может быть, позвоню куда-нибудь, там, порешаем вопрос, там, ёпты. Ну что, блядь, не ёбнут же они меня. Я бы на его месте сказал, ребят, когда они только ко мне пришли, что ты хочешь там проблем, чтобы у тебя не было. То есть, да у меня нет никаких проблем, ребят. Я себе лицензию купил на оружие. У меня 2 ружья лежит, бля, ёпты, ствол, блядь, Макарыч, ёпты. Я из него, блядь, все выходные хуячил, блядь, по банкам, блядь, пиздец, у меня, оказывается, меткость такая охуенная. Я бы, блядь, сейчас кого-нибудь так разъебал, нахуй, сука, если бы только повод кто мне дал, блядь, а? А с ружья вот еще пока не знаю. С ружья пока не охотился. Вы не охотились случайно, ребят, нет? А я вот охотился, блядь, охотился. Пока из пистолета, но скоро, походу, буду из ружья охотиться, блядь. Вот. И, возможно, даже не на банки и не на зверей. Вот так вот. Ну, приблизительно вот что-то вот такое бы я выдал. Либо, ну, блядь, ну, по-любому бы там позвонил, там с кем-то пообщался, если там. Короче, ребят, я никому никогда свои деньги не давал. Вот у меня правило такое. Как-нибудь я расскажу, почему. Сделаю выпуск про мошенников, аферистов расскажу. Еще как наебывают и объебывают. Я свои деньги никому никогда не давал и не дам. Вот. Я имею в виду таких вот чужих людей, которые там что-то мне придут, скажут. Я могу вот самым-самым близким людям дать своим только деньги. И все. Вот. Первое. Не пороть горячку. Никогда. Вот. То есть дать мозгу оценить трезвую ситуацию. И
несколько ходов. Может быть туда, может быть сюда. Кто может помочь? Откуда ноги растут? Туда-сюда. Позвонить с кем-то, проконсультироваться, поболтать, с другом поговорить с кем-то. Вот так, вот так вот. А не просто сломя голову куда-то бежать там и, блядь, нихуя не соображая. Никому ничего не обещать. Вообще, в принципе, лучше не связываться. Это самое главное правило. Я думаю, это понимают там, да, те сейчас люди, которым я объясняю. В принципе, тут уже обсуждать нечего. Я все объяснил по ходу ролика, да, и как себя надо вести. Напоследок просто хочу вам пожелать быть осторожными всегда, беречь себя, своих близких, не заниматься никакой херней, ребят. Вот. И тогда все будет круто, все будет клево. Живите, радуйтесь жизни, наслаждайтесь. Не в тюрьме делать нехрена, не на свободе с такими вот людьми тоже делать будет нехрена, вот, о которых я сегодня рассказывал. Только настоящая дружба, только true, только мир и добро. Все, ребят, до новых встреч. Давайте, увидимся.